Представители знака зодиака Дева. Приветствую вас, мои дорогие девы. Таро прогноз. Неожиданности и сюрпризы. Цыганский старинный пасьянс. Вот давайте узнаем, что же, как неожиданности и сюрпризы, будет в феврале. Это то, чего мы можем не ожидать, или то, что может пойти в каком-то другом контексте от того, что вы планировали. Будем реалистами, безусловно. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но давайте рассмотрим. Ведь иногда неожиданности для нас открывают новые возможности. Вот исходя из этого контекста, давайте будем рассматривать как и карты пасьянса, так и карты Таро. Что же будет дальше, иными словами? Что последует, может быть, как знак судьбы? Ведь иногда нас сталкивает судьба с каким-то человеком, или наоборот, у нас получается решить какой-то вопрос. И даже из разряда тех, к которым мы стремились, может быть, прикладывали прежде много усилий, и у нас что-то не стыковалось. Вот здесь как новый путь или новый вариант для решения того, что вы себе задумали. Важно будет рассмотреть. Итак, неожиданности и сюрпризы. С чем это будет связано? И маленькие карты с их рандомным значением нам описывают именно больше ситуацию. С чем или в какой, но отчасти сферы жизни это может касаться. Хотя, кто знает, может быть спокойное течение жизни, без каких-то сюрпризов. Так и тоже бывает. Но у вас выпадает сразу дорога, и для кого-то из вас это важный путь, дорога как жизненный путь, ваше решение. Но больше она говорит о том, что сам по себе февраль может быть связан, это как один какой-то, может быть, поездка, которую вы планируете, или переезд, или даже пусть это не запланированная дорога, вам будет предложена, но каким-то образом тогда она будет для вас важна. Здесь ведь может быть по-разному. Находясь в поездке, вы можете познакомиться, к примеру, с кем-то. Или у вас получится, но, может быть, для себя добавить какой-то новый проект или увидеть возможности в некотором другом ракурсе. Или какая-то важная встреча. Для кого-то из вас это далекий переезд, так ведь тоже может быть. И значит, вы будете подготавливаться к нему. Или какие-то мелкие, может быть, согласования проводить. Но есть вот тот путь, который для вас, ну, каким-то образом имеет знаковое определение. Или может служить для вас продолжением каким-то, продолжением для построения карьеры у кого-то, как релокация офиса. Или какие-то перестройки на работе, может быть и так. И для вас это ведет, у вас корона, как и будет много контактов с людьми, ключевыми персонами, так и есть возможность построить карьеру. Иными словами, усилить собственные позиции, собственную власть. Или добиться успеха, может быть, в вашем бизнесе. И ключевое, опять же, значение – дорога. Поэтому то, что я в самом начале говорила, это может быть как жизненный путь. Это ваши планы, намерения и цели. И вот вы к ним идете. И действительно вы получаете результат. Более того, сбываются ваши мечты. И следуют какие-то добрые перемены. Не откажитесь, вот, ведь это у каждого будет по-своему. Или мы говорим как жизненный путь, да? Или ваши планы, это ваши честолюбивые намерения, амбициозные, может быть, планы. И здесь какое-то продолжение доброе следует, которое приводит к переменам. Вы люди настойчивые, вы люди реалисты. И может быть то, что у вас прежде не решилось в предыдущем, может быть, месяц, в январе. Здесь может как открываться какая-то дорога или открываться какая-то возможность, которая приводит к добрым переменам в жизни. Ведь корабль – это еще не только перемены или исполнение желаний, конкретно в этом пасьянсе, исполнение одного как минимум желания. Но это еще и прообраз Меркурия или элемент, как сигнификация, можем говорить. Поэтому символ Меркурия мы будем рассматривать как еще и ваши возможности, сообразно, может быть, астрологическому гороскопу. Здесь как высшие силы вам помогают, мои дорогие девы, потому что ваша правящая планета Меркурий. Поэтому Меркурий для вас будет создавать очень добрые предпосылки решить тот или иной вопрос. Кстати, эта дорога у кого-то будет означать, что это к вам кто-то едет, буквально гости, или вы едете к кому-то в гости, или личная жизнь для кого-то из вас
но получит продолжение. Может быть, это будет в дороге знакомства. У каждого по-своему. Но посмотрите, когда символ лебедя выпадает, это надежность и верность. Давайте идем дальше, посмотрим, что нам еще расскажут карты. Семейное счастье и правда личная жизнь может заиграть новыми красками. Личная жизнь абсолютно для всех, для тех, кто один или одна. Ну, я допускаю, что может быть такое знакомство. Или, мои дорогие, к примеру, если мы говорим бокал, это гости означает и дорога. Вас могут пригласить в гости к кому-то или какой-то корпоратив. Или это может быть, ну, я такое тоже допускаю, вы едете куда-то в организацию, по делам даже. Пусть это будет как гости, да, ну, гости относительные, но я могу предположить, вас там будут встречать, да, кто знает. И иногда, когда даже проверяющие приезжают, так уже чего греха таить, их тоже встречают. Понятно, это не банкет, но предполагается какая-то встреча или хотя бы за чашкой кофе, да, вот что-то такое может проиграться. И кто знает, может произойти это знакомство. Самые разные варианты неожиданных возможностей для вас могут открыться в феврале. Поэтому не упустите эту самую возможность. Не будьте строги сами к себе. Не стройте перед собой какого-то шаблона. Вот этот самый Меркурий, ваша планета-управитель, тут может что-то перевернуть для вас таким образом, когда вы этого даже не ожидали. Или вы даже не предусматривали чего-то. И для вас это будет со знаком плюс. И поэтому я почему так долго останавливаюсь. Для тех, кто один или одна, это может быть какое-то знакомство или продолжение ваших отношений, или дружба, например, которая даже зародится в феврале. Она тоже будет продолжена. И в последующем, кто знает, эти отношения приведут к чему-то большему. Ну а для всех остальных, кто в паре, что говорить? Тут очень благоприятный период февраля. Как и решить вопросы, кстати. По части, к примеру, переезда или согласований каких-то, я могу предположить еще такой момент, что у вас в феврале, мои дорогие девы, складывается какая-то очень, ну, как, знаете, позитивная ситуация или как аура вокруг вас, когда вам пространство, Вселенная, высшие силы, назовите как угодно, или судьба, вот конкретно знаки судьбы, если мы с вами говорили, когда будет от чего-то важно не отказаться. Почему? Потому что куй железо буквально пока горячо. Вот открытый путь. У нас с этого начался пасьянс. Смотрите, все мы с вами раскрыли прекрасное совпадение. И потом у нас выпадает, посмотрите, как закрытый путь. И я могу предположить, что, к примеру, вы решаете какие-то вопросы, или, может быть, у кого-то связано, если с поездкой или переездом куда-то далеко. Будет период, к примеру, 2-3 недели февраля, когда для вас, как пространство, откроют эти самые возможности, как врата возможностей будут открыты. И вам нужно успеть. Может быть, подать документы или совершить важные разговоры, переговоры, для себя с чем-то определиться. Потом, я так вижу, кто-то из вас может совершить важные согласования или конкретно подать документы, допустим, да. Я банально, даже если мы говорим о визе, потому что на примере визы точнее, потому что вот как раз перемещения показывают верхний ряд. И символ Меркурия говорит о том, что ведь это тоже может быть где-то поездка. И вот что-то вы успеваете, делаете, а словно потом, ближе к концу месяца, вот этот закрытый путь будет означать то, что вам придется где-то себя поставить словно на якорь или, может быть, ожидать важных согласований или последующего продолжения. Не упустите момент, правда? Я вижу именно так. Смотрю, что у вас еще совпало. Конечно, закрытый путь может еще и говорить о том, что это вы можете отменить банально какую-то поездку, или это не связанные два пути. Вы собирались, к примеру, в одно место, а вы здесь переиграете что-то и отправитесь в другое. Или вы собирались, к примеру, продать недвижимость и купить недвижимость и совсем в другом месте, в другой местности. Вот здесь тоже можете что-то переиграть. Отказаться от какого-то своего плана.
потому что что-то более перспективное и интересное приходит на ваш порог или в вашу жизнь. Давайте мы дополним. Я не вижу больше совпадений. Поэтому знаки судьбы, не упусти чего-то. Вот я вижу больше с такой позиции. И первая половина февраля, судя по пасьянсу, для вас будет более активная. А где-то в конце, если мы, ну, к примеру, хотя это очень относительно все, но если мы разложим по рядам, да, первая неделя, вторая, третья, четвертая, вот как раз ближе к концу месяца, ну, как какая-то либо пауза, либо, может быть, отдых или вынужденное ожидание по регламенту, если мы говорим документы или какие-то важные согласования, подписания. Неожиданности. С чем это связано в феврале? Для вас, мои дорогие девы. По пятерке мечей первого победы. Тут будет важно где-то себя самого, кстати, не остановить от ваших намерений и целей. И по пятерке мечей будет важно с кем-то не пойти в конфронтацию. Может быть, наоборот, как раз примириться и не закрыть для себя какой-то путь. По пятерке мечей нам всегда сигнификация этой карты говорит, сепарация – это только будет иллюзия. Придется договариваться. Может быть, придется договариваться даже с теми людьми, с которыми прежде были натянутые отношения. Но тогда это будет сделать совершенно необходимо. Здесь может быть и тот вопрос, по которому прежде у вас был своеобразный стопор. Или вы не поняли друг друга с каким-то человеком. И здесь, может быть, как неожиданность, этот человек возвращается в вашу жизнь. И, кстати, так и бывает часто по пятерке мечей. Мы с кем-то буквально поссорились, не нашли взаимопонимания. Но судьба такую шутку играет, что она нас сталкивает с конкретным человеком. Или какой-то вопрос будет зависеть от решения именно той персоны, с которым, может быть, вы бы и даже не хотели встреч. Или вынуждены где-то учитывать то, что думает этот человек, или то, что он вам предлагает. Или прежняя концепция. Поэтому себя сдерживать внутренне придется. И быть, с другой стороны, начеку. Семерка мечей. Эта карта хоть и называют вора, но именно в этой колоде она называется «забрать свое». Поэтому важные согласования, важные разговоры. Может быть, у кого-то прежде даже какая-то конфронтация теперь должна быть переведена в то, чтобы забрать свое. Или какие-то упущенные прежде возможности, вот у вас они здесь вернутся в феврале. Это потребует от вас определенных сил. Безусловно, семерка мечей нам еще говорит, не надевай на себя розовые очки. Называют картой вора, хоть нигде это не прописано, если мы отойдем от значений в этой колоде. Ну, раз говорят, значит, где-то это совпадало, да? И будем внимательнее более к сумочкам, кошелькам, к паролям аккаунтов. Фишинг процветает, не переходите по каким-то мутным ссылкам. Здесь какая-то в целом может выглядеть неожиданность, как возможность, которая начинается с того, что нам что-то не нравится. Или нам чем-то не хочется заниматься. Или вам кого-то не хочется видеть, мои дорогие девы. Вот буквально так. А это будет означать перемены. И вы можете как раз с кем-то помириться. Или дипломатически установить добрососедские, добропонимающие отношения. И по аркану колесницы здесь, правда, может быть, к примеру, ваша история, когда вы с человеком на расстоянии. Вы, может быть, знаете, дружите долгое время, и у вас в предыдущий период отношения встали на паузу. Вот здесь может быть продолжение. Да, себя корректировать придется. С одной стороны, посмотрите, не участвовать в конфронтации, не вспоминать былое думы, не пытаться доказывать свое. Вот это правда. А с другой стороны, беречь себя всячески. Понимать, что мы, наверное, две ипостаси не можем изменить. Людское мнение, поэтому не стоит слишком рассчитывать на людей. И второй момент – это обстоятельства, которые будут все время меняться. И поэтому карта предлагает корректировать ваши планы. Но, тем не менее, смотреть вперед, потому что по колеснице это мы на пороге успеха. У нас что-то получается. Но это получается, оно идет немножко, вразрез того, как вы это предполагали, или как вы бы этого хотели. Поэтому корректировать планы вам придется. Но это для вас как дорога к успеху. Ведь по этой карте мы идем
по пути к успеху. И не упусти время, нам конкретно говорит эта карта. Сегодня эта возможность есть, а завтра ее может не быть. Давайте мы несколько раскроем, что будет дальше. Вот за этой пятеркой мечей, если мы говорим, да, что не войти с кем-то в конфронтацию, чем же это все обернется, что откроется. Вот видите как. И все то, что я говорила, не упустите возможность, на кону ваше солнце. И здесь может что-то идти, посмотрите, две такие, казалось бы, сложные карты, пятерка мечей, семерка мечей. Ну, почему сложно? Они не сложные, это мелкие, кстати, карты. Но часто воспринимаем мы, я сужу по вашим комментариям, ой, мне одни мечи выпали. И что? А что делать тем знаком зодиака, которые принадлежат к стихии воздуха и именно и обозначают мечи? Так вот, нет в карте плохого или хорошего значения. Здесь все зависит от нашего восприятия. И вот что касается этих двух карт, тут ведь правда на уровне вашего восприятия, на уровне ваших планов, на уровне вашего шаблона, я бы даже сказала так, или стереотипа. И по аркану колесница мы сами должны сломать этот шаблон. Может быть, для кого-то из вас вопросы имиджа. Сломать о себе какое-то устоявшееся мнение для вас будет важно. И, может быть, как раз действовать не так, как от вас ожидают. Может быть, и был этот конфликт, да, я поясню. И от вас уже люди или конкретный человек ждет каких-то последующих действий или, наоборот, противодействия. А вы сломайте этот шаблон. И вы практически, вот как карта Солнца, вы решите сразу какую-то глобальную проблему для себя. Открываются возможности, новое качество жизни. Но будьте готовы к тому, когда выпадает аркан Солнца. Безусловно, это как новый путь. Вот не случайно вам выпадает дорога. И это те вопросы, которым вам придется заниматься последующие 6-8 месяцев наиболее активно. Иными словами, вы не можете ослабить хватку. Вот так начинается, может быть, криво, но увидеть какую-то возможность, которая многообещающая. К чему все идет? Семерка мечей. Королева кубков. Когда-то это была в первых картах Таро королева-русалка. Она на своей волне. Хотя в этой колоде это человек, который любящий. Но это тот, который где-то очень гибок. Обратите внимание, холодная карта. И в этой колоде Таро иллюминатов это тоже имеет цвета, здесь имеют значение. И обратите опять же внимание, то, что кубок теплый, горячий, солнечный, она прижимает к своей груди. То есть карта нам, как если любящий человек мы рассматриваем, то это партнерские отношения, может быть, с одним каким-то человеком, который относится к вам очень по-доброму. И здесь не нужно создать конфронтацию. Но вверху семерка мечей. Это когда, в принципе, вы никому не верите. И, может быть, что будет дальше? Если мы спросили, вам выпадает на смену семерки мечей королева кубков. Вот одни отношения, какие-то партнерские, они заслуживают внимания. И вы можете думать все, что угодно. Отойти от вашего шаблона будет важно. К примеру, чтобы не разрушить какую-то дружбу. Она должна быть продолжена. Но во всех остальных случаях держите руку на пульсе. Вот этот холод по карте, он тоже обусловлен, что мы расслабиться не можем. Не все люди братья, не все нам желают добра, и поэтому себя беречь. И все то, что я говорила про пароли аккаунтов, про внимание буквально к вашему имуществу, к вашим деньгам в любых номинациях, вот это следует продолжать. Ну, оно и понятно, по солнцу тут не расслабишься. Я об этом тоже сказала. Что же будет дальше, к чему все идет? По аркану колесница. Не упустите возможность, мои дорогие девы. Но даже тут у каждого будет по-своему. Но всегда десятка пентаклей – это итоговая карта, десятка. Это как вершина благополучия. Здесь идут сразу несколько сфер вашей жизни. И личная жизнь, и сфера денег, финансовых возможностей. Это еще и по работе или согласование документов. Это вообще весь спектр, наверное, наших родственников, потому что во всех поколениях на этой карте прорисовано. Поэтому, правда, тут как ваш какой-то успех в том или ином вопросе. Но это, знаете, как пространство, может быть, как знак судьбы.
то, что начинается, или, может быть, это продолжается, или закончить какую-то конфронтацию наперед, вам говорят карты, потому что для вас есть какие-то отношения, которые должны быть продолжены. Или партнерство, может быть, в плане бизнеса, вашей работы. Или это пусть будет какие-то дела семейные, дела с родственниками. Пусть дом, кстати, проходит по этой карте, и это для кого планируется переезд или смена недвижимости, продать, купить, да, вот такие вопросы. Здесь тоже что-то развивается с возможностями. Не упустите прекрасный период февраля. Давайте я спрошу еще, к чему все идет. Мы для вас достанем карту совет. Не упустите возможности. Здесь высшие силы помогают. По тузу Пентаклей это то зерно наших будущих побед, которое мы садим в землю, а в последующем конкретно денежное дерево. У кого-то будет связано с тем, вот период февраля, когда вы решите для себя какой-то насущный вопрос по части финансов или откуда к вам приходят деньги. Может быть, у кого-то это проиграется как дополнительные источники дохода, у кого-то доход на дому, самые разные направления. Но по тузу Пентаклей ведь это тоже перезагрузка. И где-то это не то, что вот по семерке, пятерке мечей мы как выплеснули что-то в прошлое, оставили. Нет, в этом прошлом есть какое-то очень рациональное зерно, которое вело вас к тем победам, которые вы получаете теперь. Но вот эти победы, они должны быть приумножены. Вам дает пространство какую-то возможность, мои дорогие. И пусть она к вам приходит каким-то альтернативным путем, но вы ее не должны упустить. Пусть сначала какая-то одна сфера жизни словно продвигается вперед. Но поверьте, все остальные сферы жизни подтянутся. Парадигма, качество жизни начинает меняться в феврале. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.